Владик, да? Какой Владик? Да я шучу, ты что гонишь? Локтя хочешь? Мы находимся на канале Navi CSGO, и это твое первое интервью за столь долгое время. Поздоровайся с нашим комьюнити. Привет всем. Почему ты такой невеселый? Сразу вопрос такой. Не знаю, потому что мы вчера проиграли. Второй раз. Кстати, почему проиграли? Плохо играли. Ну, Наверное. ты можешь выделить какие-то проблемы? Тяжело сказать, не знаю, просто не знаю. Я индивидуально плохо играл. Наверное, из-за этого, не все, но на 30%, 100%. Но, На 30 из 100%, да? Даже не 50 на 50. Нет. Это для тебя третий турнир, да, в форме Natus Vincere. Как ты оценишь все турниры в целом? Вот этот турнир ты сказал, плохо сыграли, были проблемы, индивидуально плохо сыграл, то есть два остальных турнира. Ну, я скажу так, мы получили хороший экспириенс на тренировку. Мы будем стараться просто все пофиксить. И у нас цель уже есть выиграть EPL Pro League, ESL Pro League. И посмотрим там. Сейчас мы стараемся найти свою игру, форму индивидуальную и посмотрим. Тяжело сказать. Я думаю, мы хорошо и неплохо сыграли. Посмотрим. То есть в целом результат неплохой. Средний, да? Неплохой, Да, я бы сказал так, потому что мы тут проиграли 2 игры и все. Но мы получили, я бы скажу так, крутой экспириенс, который мы должны пофиксить и получше сыграть в Копенгагене, на Бласте. Ты сам сказал, что ты сыграл на 30% из 70. Кстати, бери наш прохладительный напиток, потому что в Турции очень жарко, плюс 30. Кстати, плюс 30 не мешает играть? Я думаю, нет. Когда ты играешь, там нет 30. Там не 30, там все 50 градусов, да? Я имею в виду почти. атмосфера вообще. Какой турнир, будем откровенны, какой турнир? 33 градуса было, когда мы прилетели. Мы сейчас сидим с тобой в шортах и футболках. Это... Настрой есть или это повлияло тоже на твою игру? Или не повлияло? На мою игру не повлияло, потому что я пришел, я хотел выиграть, я хотел стараться сыграть хорошую игру, но не получилось. А так для меня это не турнир такой, как, например, там Кöln или любой Старлайдер другой там в другом городе, потому что я уже играл с Фейзами тоже в Мексике, Канкун, турнир такой же, но там тоже такая атмосфера была. Напомни, какой результат был отпуск в Мексике? Мы выиграли. По поводу твоей индивидуальной игры. Ты сказал, что сыграл на 30% из 70, да? Ты как оцениваешь эти проценты? Ты смотришь на КД, смотришь на свой результат во время всех матчей одного турнира, да? То есть так ты оцениваешь? Но я сам знаю, что, например, там много раз не попадал с АВП или не убивал типов, которых я должен убивать. Поэтому я знаю, что я плохо играл. Я там мог выиграть клатч какой-то, но, например, у меня был клатч 1 в 2 или 1 в 1 на оверпассе, я там 5 раз промазал, как это? Плохо играл. Расскажи нашему комьюнити, когда 5 раз промахиваешься, что думаешь на 6-й? Вот скажи, реально, идет минус мораль? Думаешь, боже, да что не так сегодня? Почему я не попадаю? Но я скажу так, у меня плохой мораль не был. Я просто не думал, что я не убиваю, когда я играл. Но после игры, да, я понял, что я сам злой был на себя, потому что не попадал, а мог просто получше сыграть или помочь команде по-другому, как не по индивидуальной игре, не получилось. Не знаю почему. Я сам вчера старался думать и посмотреть, почему я так играл и почему. Я вообще могу сказать, что там проиграл карту или 2 карты команде. Не знаю почему. У нас так сложилось, что интернет-комьюнити, особенно киберспортивное, оно уделяет очень много внимания таким моментам. Как ты относишься к тому, что после матча или после турнира люди начинают винить того или иного игрока в проигрыше? Я видел сразу, интернет наполняется буквально за 1 минуту после окончания матча, заполняется просто мемами во всех пабликах. Все их кидают в личку, их кидают в предложку.
и так далее. Скажи честно, на тебя давят такие моменты? Нет. Ты читаешь вообще вот какие-то комментарии гневные или комментарии, когда тебя поддерживают? Говорят, Ладик, да, ну не получилось сыграть 30% из 100, но ничего, ты показал хороший результат. Если- Давит на тебя такая вот? Честно скажу, нет. Я не думаю, не читаю такие. Просто я сам после игры или после турнира сам смотрю на демки иногда, или смотрю, как я играл, и сам думаю, что делать на следующий турнир, чтобы такого не было. И я думаю, что все игроки должны быть такие, не смотреть, что кто пишет, или там на Twitter, на HLTV. Не надо смотреть, надо подумать, почему ты так сыграл, и сделать получше, чтобы такого уже не было. Ты играешь со своими бывшими экс-тиммейтами уже опять с твоими же тиммейтами в команде и с Бумычем. Что ты можешь сказать вообще о Бумыче? Он справляется как ингейм-лидер? Когда он станет таким мастодонтом, как Керриган, Зевс и другие капитаны мировые? Ну, я могу сказать, что Кирилл Бумич, он хороший капитан. Ну, ему надо еще поработать над собой, потому что сегодня он еще не такой капитан, как он должен быть. Он капитан для себя, а не для команды. Ну, есть моменты, когда, да, он капитан для команды, там команда хорошо играет, но есть такое, когда он сам под себя колит раунды иногда. И поэтому мы нехорошо играем как команда. Ну, я думаю, что Андрей ему поможет, и он хороший капитан будет. Но он уже хороший капитан, ему просто надо учиться, как под команду играть. Ты вообще с женой на турнирах никогда не появлялся? Я тебя не видел со своей женой. Нет, Почему потому что я так? хочу на 100% стараться играть игру, а не там фаниться после игры или перед игрой. Я хочу на 100% играть все турниры, и у меня еще осталось 2-3 года играть, а поэтому я хочу на 100%, чтобы никакой Сейчас проблема не была. монтажик такой, вылазит табличка. Мне осталось 2-3 года играть, я уже вижу заголовки. Поподробнее расскажи про два момента. Первый, ты говоришь, я не хочу фаниться, как ты сказал, верно только Да. что? Перед игрой, если возьмешь жену и после, что это значит? Что Ну, чтобы вы- не тратить время, не с командой, там, например, не надо же с женой там на завтрак сходить, покушать, куда-то сходить, чтобы она не была сама. Не, ну подожди, Ну. жена ж если приедет, она приедет на турниры и будет понимать, что это работа. Да, она понимает, Но тебе же все-таки хочется, хотелось бы уделить да, ей тебе время, же да? хочется с ним, То есть тут надо время уметь ей. разделять. Да. Я не знаю, как это делать еще. Просто мне хочется, потому что у нас много турниров, я с ней много не был в этом году. И если я ее возьму на турнир, то я с ней хочу быть все время. И это плохое для команды, поэтому я лучше один. Хорошо, вернемся к игре. Расскажи, ты уже определенное время смог поиграть с нашим новым тренером, это Андрей Блейд. Расскажи, вы были с ним знакомы до того, как он стал тренером Нави? Ты с ним где-то уже пересекался во время своей киберспортивной карьеры? Я с ним никогда не общался, если помню. Но играл против него, и я знал, что он очень хороший гейм-лидер. По игре я его много знаю, но как человека не знал, нет. Я с ним никогда не общался, поэтому не знал, как он человек. Сейчас могу сказать, что он очень хороший человек. Хорошо, он очень хороший человек. Очень хороший человек – это не профессия. Да. А сейчас он ваш главный тренер. Он весь погружен в работу. Никогда нам не отказывает в комментариях после матчевых, никогда не отказывает в интервью. Всегда рассказывает, что происходит в команде. Расскажи, чем подход Андрея тебе нравится или не нравится? Чем он отличается от других лидеров, других тренеров на киберспортивной сцене? Если честно сказать, мне нету ничего, что не нравится в нем. Мне все нравится. Он хороший тренер, он знает, что надо команде, чтобы побеждала, да. И посмотрим еще. Рано сказать, что это, но я думаю, он очень хороший тренер, и он знает про игру все, он знает, кому что нужно по игре и не по игре, потому что он понимает всех, какие я, люди, какой я, какой там Саня. Если надо поговорить, он знает, что сказать. Я пока могу сказать, что он самый
жесткий тренер, который у меня был. Ну, под словом «жесткий» что ты подразумеваешь? Ты мог бы назвать Андрея Блейда самым требовательным тренером? Или все-таки он просто рассудительный, мудрый, но не такой требовательный? Он требовательный. Требовательный. Да. То есть если ты... 100%. Ну вот если ты не выполнил его домашнее задание, назовем это так. Бывают же у вас такие дни, когда после окончания тренировки Андрюха говорит: так, значит, Владислав, разбери, пожалуйста, вот здесь вот смычки, вот здесь вот потренься на этой карте. Если ты, допустим, ну, в теории не выполняешь его заданий, бывает такое, что Андрей такой: так, ребятки, так не пойдет, так со мной дела не делаются? Или он все-таки лояльно относится к таким моментам? Есть такое, но не после тренировки, а перед тренировкой, на следующий день. Там у нас есть 2 часа обсуждения, и там говорит, что нам надо. Там он говорит про ошибки, и нам это надо всегда пофиксить, там смоки найти. Ну, он все говорит. Если там что-то не так, он говорит про ошибки всем. Андрей как-то влияет на твою роль снайпера вообще в команде? Он как-то вот подготавливает для тебя конкретный план. Он говорит: Владислав, смотри, сейчас инферно, быстренько фейстом с этого респа выбегаешь на банан, простреливаешь там стену, я не знаю, или быстро перетягиваешься на А. Вот у тебя есть какой-то такой план с Андреем, выстроенный новый? Или он все-таки дает тебе немножко, скажем так, фриланса, аутсорса в игре, когда ты можешь сам принимать решения? Сейчас еще такого нет, но я думаю, будет. Ну, у меня есть фриланс просто, я могу делать, что я хочу, почти на всех картах. Но у нас еще много не наиграли, и тяжело так играть по рандому. Это рандом сейчас, но если там Миша потренится там месяц, я думаю, что все по-другому будет. Там я могу прийти и попробовать убивать, да. Но сейчас мы стараемся играть как команда, а ни одного игрока, понял? Если там снайпер. Но снайпер всегда жесткий будет, да. Он может убивать где хочет, но сейчас это сложно делать, потому что новая команда. У нас Кирилл ингейм-лидер, который еще не знает, если... Ну, как еще ходят такие раунды, где, например, там снайпер один пошел, убивал и перетянулся быстренько, да, как команда Саша Симпл другое, да. У нас еще такого нет. Ну, я думаю, что через месяц будет 100% такая игра у нас. Просто надо наиграть, и тогда четко ты будешь знать свои позиции или Да. какие-то определенные стратегические шаги на картах. Все Я верно? сейчас тоже, мы играли нюк, я еще не понимаю, где помогать, где не помогать, что смотреть, когда смотреть, понимать, информацию. Мне еще сложно, мне надо еще время, там, 2-3 недели поиграть с командой, потому что я, 2 года играл с фейзами, там же не русский язык. А сейчас еще не надо опять привыкнуть на русский язык, на инфу на русском, и после, там еще надо время, будет хорошо. Хорошо. По поводу русского языка. Долгое время ты играл, и, конечно, коммуникация в команде происходила на русском языке. Потом на английском. Это были такие яркие периоды в твоей жизни. Плюс ты очень хорошо знаешь свой родной язык. Вообще, сколько языков ты знаешь? Сейчас я бы сказал... Мне показалось 6. Не, сейчас... Ничего Сейчас себе, я знаю- сколько команд ты сменил? Я сейчас знаю 4, наверное, или 5. Сильнее, чтобы нам интервью испортить. 4 или 5 языков. Да. Это как? Ты забыл, сколько языков ты знаешь? Расскажи нам. Потому что чешский и словацкий это почти то же самое. То есть Это можно их как я назвать один одним язык, языком, да. но все-таки Но это мы же разные одна языки. страна были, поэтому, Чехословакия, да, правильно? Чехословакия. Это один язык. Английский, русский и ангерин, как на русском, венгерский. Венгерский, да? Венгерский. Хорошо. И где же все-таки коммуникация лучше? Где ты себя чувствуешь как рыба в воде, скажем так? Русский или английский? Я понимаю, что твой родной язык тебе было бы легче колить своим родным языком, но Я бы не все-таки... сказал уже, потому что я очень много юзаю английский и русский, поэтому сложно иногда думать на словацком. Но я бы сказал сейчас английский, но через месяц будет русский. То есть вот так вот, то есть, Потому что скажем я так, дома юзаю тоже с женой английский и каждый день с командой русский. Хорошо, такой интересный вопрос, чтобы разрядить нашу серьезность в интервью. У тебя есть 2 кота дома, да? Да. Один мейкун. 2 мейн-куна. Два мейкуна. Один будет большим, второй у тебя белый с голубыми глазами. Красивые коты, ты мне показывал их не один раз. На каком языке ты общаешься с котами? Или так, кити-кити-кити-кити? Не, на английском. На английском, да? Ну вот продемонстрируй. Вот там у нас есть кот, бегает. Как ты ему скажешь?
hey, come here. Вот так вот, да? Вот так. Вы с женой планируете заводить детей в будущем? Да, А на каком языке вы планировали воспитывать ребенка? на английском и на норвежском. На норвежском уже Да. добавился? А норвежский, подожди, у нас же не было в разговоре норвежского. У меня же жена из Норвегии. Все, извини. Перейдем к вопросам, связанным с игрой. Первый момент. Вот только что мы разговаривали с тобой про карту Нюк, и в разговоре ты упомянул, что сейчас еще нету определенных тактик, да, у тебя, как у авапера, для того, чтобы по карте быстро перемещаться и делать свои опенфраги, киллы, играть за дефенс и так далее. Какая из карт тебе сейчас ближе всего? И любишь ли ты Нюк вообще? Да, мне нравится играть Нюк. Ну, у нас, я бы так сказал, у нас есть раунды под АВП, но у меня еще нет такой игры. Например, там побежал куда-то один, например, там вычислять будку, да. Могу так сделать, но я еще не чувствую такую игру. Ну да, а сейчас я бы сказал Overpass самая жесткая карта. Вот если бы ты был президентом Федерации, там, например, диванных войск, которые любят мемы печатать. Ладно, это шутка. Если бы ты влиял на возможность разработчиков оставить конкретные карты в маппуле, какие бы карты ты оставил? Вот только отвечаю уверенно. Оверпас оставляем? Крутая Да, карта? да, крутая Монстр, карта. метро, Да. там такие Я цвета бы крутые. убрал 100% Инферно. Инферно тебе не нравится? Не нравится. Боже, моя любимая карта. Анлука Ну, как- Малука. Нюк мне. А почему? Почему Инферно тебе не Не нравится? знаю, не нравится. Сложная карта. Ребята, пожалуйста. Просто я играю на А сайте, и всегда будет Б сайт, и мне надо сейвить или просто 3 в 5 убивать Б. Ребята, вы согласны вообще с Ладиком? Потому что, ну, Инферно моя любимая карта. Если вы не согласны, пишите в комментариях ваш маппул, потому что, ну, Инферно забрать. Ладик, ну ты как ножом в сердце просто. Видите? Извини. Так любит Нюк, что сегодня мы даже нашли место тематическое с бочками. Хорошо, Инферно откидываем, потому что тебе чем оно не нравится? Вот чем? Прекрасная карта, красивая. Ты же знаешь, что эта карта есть в действительности. Да, я знаю, не знаю. Просто мне не нравится. Ну играть как не нравится? Ну, Визуально? Не, визуально все хорошо, но и как игрок просто, который играет на А, и ты понимаешь, что почти все команды там играют на банане. Хорошо, да? а если бы ты играл на Б, то есть нельзя так Мне предвзято так не относиться? знаю сказать, потому что я играл с фейзами на банане, мне там понравилось, но сейчас опять пришел в команду Нави. То есть на самом деле нравится тебе карта или не нравится, зависит от твоей игровой роли, да? Да. Хорошо, хорошо. Мираж. Мираж и Даст. 100%, да. Да. Младший и старший, получается, да? Да. Как сын и отец. Даст вообще первый Мне кажется, когда-то самые был. крутые карты, где баланс есть и за дефенс, и за атаку. Там можно очень много тактик делать. И мне Хорошо, на нравится. Дасте и Мираже есть баланс за дефенс и за атаку. Да, Все ты верно? можешь- да, ты можешь закрыть 15-0 и за атаку, и за дефенс. По визуальной составляющей, сколько мы поставим по 10-бальной системе этим картам? Песчаные 7 из дюны, 10. 7 из 10. А Инферно? 6. 6. Да. И Оверпас, насколько я понимаю, занимает первую строчку. Да, это 10 из 10. Мне очень нравится карта. Ну что ж, про Вертиго, что ты скажешь вообще? Крутая карта. Тоже мне нравится. Я бы сказал 10 из 10 тоже. Будете ее играть вообще? Я надеюсь, да, потому что мне хочется играть в Vertigo и люблю эту карту. Ты как-то Бумыча, может, подговоришь, пока вы вместе живете? Скажи, Бумыч, может, Вертиго начнем играть? Да, ну его этот Ну, Инферно. я думаю, это надо Андрею сказать, не Бумычу. Не, ну карта крутая, мне нравится, что добавили другую карту, новую карту, которую никто не знал. Ну или знали там за 1.6, но никто не играл. Вообще состояние сегодняшней игры, например, экономика, да, маппулы и так далее. Про маппул мы уже поговорили. Вообще, тебя все устраивает или ты что-то все-таки хотел бы изменить? Например, вот читеров пытаются, да, посадить за виртуальную решетку уже долгое время. Никак не могут с этим справиться. Все уже начали как-то и привыкать к этому, да, что никто ничего не делает. Экономика была старая, стала новая. Что-то изменилось или это дело привычки? Ну, очень поменялось, потому что, экономика там, если ты, например, за атаку посылал бомбу, ты можешь минимум 3 девайса собрать, да, там 2 АК, 1 АК или 2 СГ, да. А у Defense что есть? Там есть MP9, не знаю,
один колд и все, понимаешь? И понимаешь, что у атаку есть, ну, ганина получше, да? Поэтому я бы поменял экономику. Такое не должно быть, что ты выиграл пистики и у тебя есть девайсы такие. Например, там поставил на ESG там 3300, чтобы не смогли купить сразу второй раунд такой девайс, потому что он с одной убивает, и там еще есть скоп. Это почти как мини-АВП. Не должно быть такого. Ну что, мне кажется, Ладик ответил на все актуальные вопросы на данный момент. Расскажи нам еще, пожалуйста, о своих тренировочных планах. Вообще у вас насколько плотный график до конца года? Я знаю, сколько нас ждет турниров. Расскажи нашим зрителям, нашему комьюнити, сколько нас ждет турниров и какой у вас план. Будете интенсивно работать, дадите немножко себе, не знаю, расслабиться, что-то переосмыслить, да, может поменять роли, или все-таки есть какой-то намеченный план до конца года? У нас есть план на 100%. У нас даже сегодня и завтра тренировка, потому что у нас есть Блас Копенгаген. Мы стараемся работать каждый день или как команда, или как индивидуальные игроки. И потом есть у нас, не знаю сколько до EPL Pro League, месяц где-то. У нас будет буткемп где-то 10 дней перед EPL, а потом еще будет эпицентр, не знаю когда. Я знаю, с 18 по 23. Вот. Это будет наш последний турнир в этом году. Декабря. И мы постараемся выиграть и EPL Pro League, и эпицентр. И вот все. Мы будем тренироваться много и надеюсь, что хотя бы Pro League выиграем. При всей той ответственности, которая сейчас легла на твои плечи, очень многие скучали за тобой и ждали твоего возвращения. При всей той критике есть люди, которые очень позитивно относятся к нашему новому старому составу, каким-то изменениям в команде. Кто-то критикует это, а кто-то очень ждал этого возрождения. Пожалуйста, у тебя есть сейчас 30 секунд для того, чтобы обратиться ко всем фенам. Я скажу просто спасибо всем за поддержку. Мы будем стараться играть как лучшая команда в мире. Я буду стараться играть индивидуально, как самый жесткий снайпер в мире. И мы постараемся выиграть Pro League и эпицентр для вас. С вами был Алексей Костылев, Владислав Пейсет на Пейсет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и совсем скоро новое интервью. Ребят, мало кто знает, но Владислав очень долгое время играл профессионально в футбол. Ладик, сколько лет ты играл в футбол? 12-13. Давай 1 на 1. Знаешь, что это в детстве делать? Да. Ребят, и тут короночка. У меня форма жесткая. Я уже устал. Давай. Опа. Это не снимай. Ребят, с вами был Алексей Костылев, Владислав Пейсет на Пейсет, футболист Ковач. Увидимся совсем скоро, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.